Критики называют Toyota скучной компанией. Постоянный рост продаж и невероятная стабильность качества. Но как компания смогла этого добиться? Какая философия кроется за столь выдающейся траекторией успеха? DAO Toyota – 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. Джеффри Лайкер. Книга за 11 минут. Подпишитесь на канал и станьте частью сообщества номер 1 о полезных книгах в YouTube. Каждое видео экономит вам минимум неделю обучения. Toyota изобрела свою производственную систему TPS или бережливое производство. Этот опыт можно применить в любой компании, от крупного производства до микробизнеса. Суть бережливого производства – создать атмосферу, располагающую к изменениям, и вовлечь в процесс улучшения бизнеса каждого сотрудника. Специалисты Toyota научились составлять карту добавленной стоимости, куда вносили только действия работников, превращающие сырье в конечный продукт. Внедрить предложенную Toyota модель TPS можно, если следовать 14 принципам пути, или DAO. 14 принципов объединены в 4 компонента. Компонент 1. Философия. Следуйте долгосрочной перспективе. Философия Toyota – это стратегическое мышление. Все краткосрочные решения принимаются также с учетом долгосрочной перспективы. Цели компании должны быть благороднее, чем просто зарабатывание денег. Когда большинство иных компаний ради снижения затрат сокращает персонал, Toyota никогда не уволит своих сотрудников. Все работают на общую цель – занять место в истории. Это как единый живой организм, и все внутри него направлено на создание ценностей для потребителя, общества и экономики. Неизменный успех Toyota проистекает из философии бизнеса, в основе которой лежит понимание людей и их мотивации. Джеффри Лайкер. Компонент 2. Выстраивайте правильные процессы, чтобы добиться правильных результатов. Большинство процессов в компании состоит на 90% из потерь и лишь на 10% из работ, которые добавляют ценность продукта. Хорошо отлаженные процессы внутри компании принесут колоссальный результат. Сделайте из производственного процесса непрерывный поток. Самые частые ошибки производства – это потери, или, как их называют в Toyota, муда. Вот 8 видов потерь, от которых стоит избавиться. Перепроизводство. Оно ведет к увеличению складских помещений, персонала и всей инфраструктуры. Ожидание. Сотрудники, которые простаивают в ожидании своего этапа из-за нехватки информации, инструмента, загрузки или чего-то еще. Излишняя обработка. Долгий процесс работы из-за неэффективных решений или неподходящего инструмента. Сюда также относятся завышенные требования к качеству. Лишние движения. Сотрудникам нужно для выполнения работы что-то искать, подбирать, тем более зачем-то ездить. Дефекты. Появление дефектов во время производства требует много ресурсов на их устранение или утилизацию дефектного товара. Избыток запасов. Деньги замораживаются в складе, продукция морально устаревает, запасы мешают выявлять проблемы с поставкой и со сбалансированностью производства. Лишняя транспортировка готовых изделий между отделами или складами. Нереализованный творческий потенциал сотрудников, идеи, навыки, улучшения, опыт ваших сотрудников, который не получит ваша компания. Избегайте перепроизводства. Многие компании используют принцип выталкивания запасов, работают по графику и пытаются сбывать излишки или залежавшуюся продукцию со скидкой, но спрос на такую продукцию может резко измениться, что приводит к потерям. Toyota пользуется принципом вытягивания запасов, когда производится ровно столько, сколько требуется потребителю. Это достигается за счет системы Kanban. Она позаимствована у американских супермаркетов. Ассортимент и количество товара заранее определены и поддерживаются автоматически. Когда потребитель берет с полки какое-то количество товара, Kanban сигнализирует в виде пустой полки, коробки или таблички, что нужно пополнить запас, и он пополняется. Необходимо, чтобы его доставили точно вовремя. Все это позволяет товару не портиться, а компании не тратить деньги на его хранение. Выравнивайте рабочую нагрузку. Как правило, продукты изготавливаются в порядке поступления заказов. Сотрудникам и оборудованию периодически придется работать в авральном режиме, но после этого всегда будет наступать простой. Крайне важно устранить пиковый перегруз людей и оборудования и равномерно распределять нагрузку.
Toyota используется метод устранения 3 М – муда, мури и мура. Муда – различные виды потерь, которые не добавляют ценности продукту. С ними мы познакомились ранее. Мури – перегрузка людей и оборудования. Это понижает безопасность и вызывает проблемы с качеством. Мура – неравномерность, неправильно составленный график поставок, ресурсов и производства. Другой важный компонент выравнивания производства – максимально быстрая переналадка оборудования. Способность сделать так, чтобы перенастройка производства от одного продукта до другого произошла максимально быстро, стала в Японии искусством, чем-то вроде национального спорта. Предотвращайте ошибки всеми возможными способами. Лучше всего избегать потерь, предотвращая ошибки. Для этого в Toyota создана специальная система Дзиока. Эта система позволяет немедленно остановить оборудование, если выявлена какая-либо проблема. Разработайте визуальную систему оповещения для процессов, чтобы знать, когда где-то произошел сбой или что-то пошло не по плану. Также на производстве используется Покайоки – защита от ошибок или защита от дурака, то есть защита от неверных действий человека при изготовлении, использовании или техническом обслуживании оборудования. В Toyota она помогает автоматически остановить конвейер или отдельный участок, если работник не совершил требуемое действие, например, не вернул сборочный инструмент в специальный держатель. Но применений подобной защиты может быть множество. Невозможность ввести неверный тип данных, свое имя вместо номера телефона. Пластиковая защита на розетке, которая открывается только от вилки питания. Ванны с отверстиями от перелива. Используйте визуальный контроль. В бережливом производстве нет места неразберихе. В Toyota используется система организации рабочего пространства 5S. 5S – это 5 японских слов или шагов. Шаг 1. Сортируйте. Разделите все вещи на рабочем месте на 3 категории. Нужные всегда, нужные иногда, ненужные. От последних немедленно избавляйтесь. Шаг 2. Соблюдайте порядок. Все должно лежать на своих местах. Как бы просто это ни казалось, чаще всего этот принцип не соблюдается другими компаниями. Правило расположения вещей. Все на видном месте. Их должно быть легко взять, легко использовать и легко вернуть на место. Шаг 3. Содержите в чистоте. Это не просто уборка, это проверка и поддержание порядка в системе. Разбейте рабочее пространство на зоны. Можно разделить их линиями. Также можно сделать трафареты для используемого инструмента. Определите ответственных за уборку. Определите время уборки. Например, можно выделить 10 минут утром и 10 минут вечером. Шаг 4. Стандартизируйте. Стандартизируйте все процессы из первых 3 шагов. Шаг 5. Совершенствуйте. Наблюдайте за использованием рабочего места, чтобы упростить деятельность. Используйте фото «было, стало». Оценивайте эффективность системы и постоянно ее дорабатывайте. Компонент 3. Уважайте сотрудников и партнеров, совершенствуйте их и ставьте амбициозные задачи. Мы в Toyota считаем, что члены команды – люди – наша основная ценность. Нужно прислушиваться к работникам и использовать их идеи в процессе планирования. Талантливые кадры лучше создавать в своей компании, а не переманивать у конкурентов. Это позволит находить людей, которые живут философией компании. Лидеры служат проводником этой философии и примером для рабочих. Не только сотрудники компании должны чувствовать уважение, но и каждый партнер и поставщик. Относитесь к ним как к равным. Обучайте своих партнеров. Старайтесь понимать их потребности и помогите достичь совершенства. По признанию поставщиков, Toyota стала не только самым лучшим, но и самым жестким их потребителем. Жесткость не значит проблемы. Жесткость – это дисциплина. Компонент 4. Решайте фундаментальные проблемы. Это стимулирует к обучению и развитию всей организации. Непрерывное обучение и совершенствование в Toyota получило название кайдзен. Это больше, чем просто постоянные улучшения производства. Это образ мышления всех сотрудников и руководителей. Одной из методик формирования кайдзен служит метод 5 «почему», который позволяет выявить первопричину любой проблемы. Метод состоит из 7 шагов. Перед тем, как решать проблему, нужно оценить ситуацию и выяснить, в чем она заключается. Шаг 1. У вас появилось ощущение сложной проблемы. Шаг 2. Проясните ее суть. Шаг 3. Если проблема действительно есть, определите место, где она возникает. Вы выяснили точку возникновения проблемы.
Шаг 4. Теперь выявите первопричины с помощью 5 «почему». Например, у компании мало оборотных денег. Почему? Мы даем отсрочку клиентам, они долго платят, и там большая часть наших денег. Почему? Менеджеры не следят за дебиторской задолженностью. Почему? Не настроенный KPI по дебиторской задолженности. Почему? Руководитель отдела продаж не включил этот показатель. Почему? Его мотивация не завязана на прибыль компании. Шаг 5. Примите контрмеры. Шаг 6. Оцените результаты. Шаг 7. Если результаты устроили, стандартизируйте. Итог. Основная идея книги. Производственная система Toyota состоит из простых истин: непрерывное совершенствование, управление процессами и уважение к людям. Непрерывное совершенствование заставляет людей постоянно учиться и создает атмосферу, которая делает бережные изменения естественными и необходимыми. Уважение позволяет воспитать лучших работников, лояльных к фирме. Именно эти простые истины, дополненные необходимостью избегать перепроизводства и планировать стратегически, делают опыт Toyota рецептом стабильного успешного бизнеса. Вам понравилось это видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и следите за нами в соцсетях. Мы стараемся для вас и всегда рады обратной связи.